Что делает Трамп? Он снова вводит пошлины. Зачем? Чтобы защитить американскую экономику? Или чтобы спровоцировать Китай? И почему почти все страны получили паузу, кроме Поднебесной? Мы разберем, как работает тарифная стратегия Трампа, чем она грозит глобальной экономике и какое будущее нас ждет. Дональд Трамп объявил о новом пакете торговых пошлин. Это касается широкого спектра товаров. От алюминия и стали до автомобилей и бытовой электроники. Цель – вернуть производство в США и наказать тех, кто обманывает Америку. Однако сам подход был нетипичным. Трамп сразу ввел исключение. Европа, Канада, Мексика, Япония, Южная Корея получили временную паузу. Китай – нет. На него обрушился весь вес тарифного давления. Эта стратегия напоминает дробный удар. Не фронтальная атака по всем, а прицельное давление на ключевого соперника, одновременно ведя торг с союзниками. Торговые пошлины – один из старейших инструментов экономической политики. Но Трамп применяет их в современной геоэкономической логике. Протекционизм. Американская промышленность десятилетиями теряла позиции. Трамп хочет ее возродить. Возврат производств – это рабочие места, налоги и стабильность. Политическое давление. Пошлины становятся инструментом шантажа. Или вы соглашаетесь на условия США, или платите. Имиджевая стратегия. Для электората Трамп – защитник внутреннего рынка. А пошлины – это реальный способ показать, что он борется за американцев. Реструктуризация торговых отношений. Старые договоры невыгодны США? Тогда их нужно пересмотреть. Под давлением, если нужно. С Китаем у США не просто торговый конфликт. Это системное соперничество двух мировых держав. Дефицит торгового баланса. США ежегодно теряет сотни миллиардов долларов во внешней торговле с Китаем. Кража интеллектуальной собственности. По мнению Вашингтона, китайские компании систематически копируют технологии американских корпораций. Государственные дотации. Китай активно поддерживает своих производителей, создавая неравные условия на глобальном рынке. Геополитика. Китай усиливается не только экономически, но и военным, технологическим и дипломатическим путем. И США пытается сдерживать рост своего конкурента без прямого конфликта. Финансовый контроль. Китай контролирует значительный объем американского долга. Это тоже элемент напряжения. Трамп ведет себя как бизнесмен. Он не хочет сразу отталкивать союзников, с которыми еще можно торговаться. Сохранение альянсов. В условиях геополитической нестабильности Трампу важно не оттолкнуть союзников, особенно на фоне конфликта с Китаем. Тактический торг. Пауза – это не подарок. Это окно для переговоров. Каждой стране дается шанс улучшить условия. Например, открыть свои рынки, смягчить регуляции, увеличить импорт из США. Угроза в кармане. Пауза может быть снята в любой момент. Это создает дополнительное давление. Разделяй и властвуй. Пока союзники пытаются сохранить исключения, они не объединяются против США. Это стратегия изоляции Китая. Пошлины – это не бесплатный инструмент. Они меняют всю экономическую структуру страны. Рост цен. Импортные товары дорожают. Это бьет по потребителям, особенно по среднему классу. Рост издержек. Американские компании, завязанные на импорт компонентов, сталкиваются с ростом себестоимости. Это может замедлить рост и снизить конкурентоспособность. Ответные меры. Китай и другие страны могут вводить свои пошлины. Это означает снижение экспорта, потерю рабочих мест в экспортно ориентированных секторах. Временный эффект. Даже если часть производств вернется, это не значит, что они будут эффективны. Конкуренция с глобальными ценами остается проблемой. Пошлины Трампа – это удар по глобализации. Мир, выстроенный на идее свободной торговли, трещит по швам. Новые торговые блоки. Китай
активизирует связи с БРИКС, Азия развивает внутреннюю интеграцию. США все больше ориентируется на двусторонние сделки. Перестройка цепочек поставок. Компании ищут альтернативу Китаю. Вьетнам, Индия, Мексика. Но это требует времени и инвестиций. Глобальный рост под угрозой. Рост тарифных барьеров снижает эффективность мировой экономики, сдерживает инвестиции и увеличивает нестабильность. Геоэкономическая фрагментация. Мир все больше делится на блоки – технологические, торговые, валютные. Это новый этап глобального передела. Дональд Трамп использует пошлины как геополитическое оружие. Он не просто пытается защитить американский рынок. Он меняет саму архитектуру мировой торговли. Китай – его главная цель. И борьба с ним – это не эпизод, а стратегический курс. Паузы для союзников – это не жест доброй воли, а часть шахматной партии. Временные уступки, чтобы укрепить позиции, но за каждую пошлину платит потребитель. И хотя борьба за независимость звучит красиво, на практике она оборачивается инфляцией, конфликтами и ростом глобального напряжения. Вопрос к тебе. Ты за свободную торговлю? Или за защиту внутреннего производства любой ценой? Пиши в комментариях и подписывайся. Дальше только интереснее.